Хармони Корин – это имя, которое вызывает либо восторг, либо недоумение. Его кино странное, порой отталкивающее, но в то же время безумно притягательное. Это режиссер, который, кажется, вообще не заботится о том, чтобы вам было комфортно. И именно поэтому его фильмы так интересно разбирать. Я посмотрел все фильмы Хармони Корина, от его первых шагов до последних киноэкспериментов, и постараюсь рассказать о каждом. Что в них работает, а что совсем нет. И главное, нужно ли вам их смотреть. Это дебют и сразу же киношок. Фильм о подростках в маленьком американском городке после торнадо. Но по сути, это набор сцен, кусочков жизни, отрывков. Как будто Корин берет документалистику, перемешивает ее с артхаусом, и все это заливает стилистикой видеопомойки 90-х. Что мне в нем нравится? Атмосфера – это странная тишина, перемежающаяся с вспышками жестокости, глупости и отчаяния. Корин снимает мир, в котором нет нормальности, потому что нормальность умерла вместе с бурей. Свет тусклый и естественный. Камера трясется, будто оператор, один из героев, такой же потерянный. А музыка, от классики до металла, будто нарочно сбивает с толку. Мотивация режиссера – показать Америку, которую не показывают по ТВ, без прикрас. Фильм дикий, неудобный, но важный. Это определенно фильм, заслуживающий вашего просмотра. Это уже прямое погружение в психоз. Первый американский фильм, снятый по правилам движения «Догма-95». Это когда съемки только натуральные и без декораций, только ручная камера, никакой переозвучки реплик, никакого дополнительного освещения, любые фильтры запрещены, действия в фильме происходят здесь и сейчас, никакого перемещения во времени и географии, а также съемка должна быть на пленку 35 мм. По задумке авторов, такой подход должен вернуть в кино искренность в противовес коммерческой фальши. Корин влезает в голову героя с шизофренией и просто не отпускает. Камера, как у Ларса фон Триера, свет натуральный, почти всегда грязный и резкий. Монтаж, как поток сознания, непредсказуемый, фрагментарный. Этот фильм очень личный. Корин показывает не просто болезнь, а то, как ее переживает семья. Как все стараются выжить внутри этой странной реальности. Меня тронула линия с отцом, которого играет Вернер Херцог, он одновременно жесткий и трогательный. Посмотрите, если готовы к дискомфорту и психоделике без наркотиков. Но если вы просто ищете что-то необычное, это может быть слишком. Тем не менее, очень годная работа. Самый светлый фильм Корина. И, возможно, самый странный в хорошем смысле. Майкл Джексон встречает Мэрилин Монро в приюте для двойников. Это звучит как шутка, но на деле грустная сказка о самопоиске. Здесь Корин вдруг снимает красиво, с мягким светом, воздушными пейзажами, волшебной музыкой. Монтаж становится более линейным, но сохраняет поэтичность. Мне особенно понравились вставки про монахинь, которые летают на самолете. Они сначала кажутся нелепыми, но в конце неожиданно собираются в аллегорию о вере и свободе. Фильм о попытке быть кем-то, потому что быть собой слишком больно. И это очень по-человечески. Это, возможно, его самый доступный фильм. И точно, самый теплый. Это тяжело объяснить. Это не фильм, а как будто найденная кассета, на которой записаны вырезки из преисподней пригорода. Люди в резиновых масках, которые бьют лампы, мастурбируют на мусорные баки и читают абсурдные стихи. Зачем? Корин здесь делает не кино, а жест. Это искусство разрушения формы. Свет отвратительный. Картинка, как VHS с 20-го столетия. Монтаж случайный, шумный. Но в этом и суть. Это протест против гладкого, глянцевого, мертвого кино. Смотреть это кино было сложно. Но я уважаю этот опыт. Посмотрите, только если вы изучаете границы кино как медиа. Для всех остальных, скорее нет. Самый известный фильм Корина. И в то же время, самый противоречивый. Селена Гомес, Джеймс Франко, неон, пушки, пати, но это не просто попсовый клип. Это притча о пустоте. Фильм снят невероятно красиво.
Цвет – ключевой герой. Неон, розовый, флуоресцентный – все это создает ощущение гипноза. Музыка – почти транс. Монтаж петляет, одни и те же реплики повторяются, сцены перекрываются. Но это не баг, это стиль. Мне этот фильм определенно зашел. Он без морали, но с атмосферой. Это как посмотреть на поколение Z через кривое зеркало. Посмотрите, особенно если хотите почувствовать стиль Карина на пике формы. Здесь Карин берет Мэтью МакКонахи, накидывает на него халат, дает траву, алкоголь, яхту и говорит: «Просто живи». И это работает. Это путешествие по жизни поэта-алкоголика, который не хочет меняться. Сюжета почти нет, но зато много кайфа. Свет мягкий, закатный. Камера лениво скользит по фрикам и пейзажам. Музыка – подборка американского юга, от кантри до регги. Это, пожалуй, самый жизнелюбивый фильм Карина. Да, он по-прежнему о разврате и деградации, но в этот раз с улыбкой. Точно смотреть – это фильм-отпуск, без смысла, но с кайфом. Хармони Корин – не режиссер на каждый день. Его фильмы – это то, что вас либо раздражает, либо завораживает. Это не про сюжет, не про развязку, а про ощущения, стиль и бунт. Он не боится. Может снять кино о психозе, клипе, стихийном бедствии или мусорном баке, и везде будет искать эмоцию. Нужно ли смотреть его фильмы? Да, если вам интересно кино как форма искусства, а не только как способ развлечься. И нет, если вы ищете уют и четкие ответы. Но точно скажу, равнодушными они не оставляют. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если хотите еще разборов нестандартных режиссеров и кино, которое выходит за рамки привычного. До встречи!